Воскресное утро, горная деревушка Карбуччо в 30 километрах от Аяччо. Всю ночь была сильнейшая гроза с молниями и громом. Сейчас потихоньку показывается солнышко, так что жизнь продолжается. Поехали! Небольшая пауза в деревне Карбуччо. Подкреплюсь кофейком и булочкой с луком. Какой красивый источник. Целый бассейн устроили. А раньше это была местная прачечная. Не зря заехал сегодня утром попить кофе. Бармен что-то напевал на французском языке. Я его за это похвалил и сравнил с Шарлем Азнавуром. Он был очень польщен и подарил мне диск со своими песнями. Осталось только будет найти устройство, которое сможет воспроизвести это. За считанные годы компакт-диски успели появиться и уже стать устаревшей технологией по хранению данных. Купил сыра в горной сыроварне прямо от горных коровок и горных овечек. Вкуснятина. Вот такой большой кусочек всего за 12 евро. Мерси. И, кстати, мягкий сыр Бороччо из овечьего или козьего молока является национальным символом Корсики. Тишина какая в горах. Ниже проходит тоннель, так что все машины и мотоциклы едут по нему. Но мне пришлось забраться немножко повыше. Но зато тишь да благодать. Очень интересно. Дорога раньше уходила в пропасть. А еще здесь в горах есть паровоз из Аяччо через Корте в Кальви. Но с велосипедами на него нельзя. Он дизельный, состоит всего из 2 вагонов, и места для крупногабаритного багажа в нем нет. Было бы неплохо, конечно, 60 километров в гору до Корте проехать на паровозе. Частенько в горах встречаются гильзы. Любят корсиканцы пострелять. Да и раньше любили. Одно время даже друг друга постреливали. Вендетта, или обычай кровной мести, превратилась здесь в своеобразную бандитскую романтику со своим строгим кодексом чести. Вендетта на Корсике была средством защиты семейной чести, когда правосудие было бесполезно или недоступно. Она заключалась в обязанностях родственников убитого отомстить убийце или его семье, что часто приводило к бесконечным клановым войнам.
Особенно свирепствовала вендетта в период господства генуэзцев, которые жестоко угнетали местное население. Семьи убитых могли годами носить траур до момента отмщения. А детям показывали окровавленную одежду убитого родственника, воспитывая в них ненависть и жажду к мести. Известные писатели, такие как Проспер Мариме, Ги де Мопассан, Оноре де Бальзак, романтизировали этот обычай, сделав его частью корсиканской идентичности. С присоединением Корсики к Франции правительство долго боролось с вендеттой, и лишь к началу 20 века, благодаря строгим мерам, это явление удалось побороть. Только вперед, ни шагу назад. 1163 метра над уровнем моря. Пока что это мой рекорд высоты на Корсике. И, кстати, здесь заканчивается южная и начинается верхняя Корсика. Так что поехали! Вода холоднющая, я даже отсюда вижу снег в горах. Неплохое здесь место для ночлега. Наверху, на горе в лесочке, можно было бы поставить палатку, но на такой высоте с летним спальником я ночевать не решусь. А виды какие отсюда открываются. Наверху на горе есть даже развалины какого-то здания. Из-за тумана проглядывают языки ледника. Решил вчера остановиться в кемпинге, о чем нисколько не пожалел, так как при вчерашнем подъеме сначала сильно вспотел, а потом при спуске сильно замерз, и перспектива помыться ледяной горной водой мне никак не улыбалась. А здесь всего за 10 евро все прелести жизни. Вот в таком чудном месте я сегодня ночевал. Палатки внизу, похоже, под сдачу. Никто из них не выходит, никто в них не заходит. Уютный санузел. Народу на кемпинге мало, так что таких очередей, как в Исландии, в душ нет. Я 2 раза сходил, утром и вечером. Также на улице есть душевые кабинки, но на улице мыться прохладно. Можно постираться, 2 стиральные машины, огромная кухня с кучей холодильников, микроволновкой и чайником, а также розетками для подзарядки. Позавтракаем, чем Бог послал. Сыр с горной сыроварни, кусочек курочки со вчера остался и кофе с печеньками Орео. Ну что ж, насладился дарами цивилизации, помылся, постирался, подзарядился, а теперь поехали! Ветер сегодня ужасный, просто сдувает. На открытой местности стоять невозможно. Там на горе есть развалины крепости, но подниматься туда вообще невозможно. Утренний кофеек в горной деревушке. Что может быть лучше?
Хороший бизнес придумали для горных жителей. Салон красоты на колесах. Непонятная погода сегодня в горах. С одной стороны светит солнце, чистое небо, с другой стороны тучи и идет дождь. Молодцы французы, заботятся о безопасности велосипедистов. Я памятник ему воздвиг нерукотворный, не зарастет к нему народная тропа. Спустя неделю скитаний по морям и горам я снова на велотрассе GT20. До Казанова осталось полкилометра. Съездить, познакомиться, что ли, с великим прелюбодеятелем. Вишня, кисляк еще, конечно, но пару ягодок можно съесть. Витаминчик. Город Корте, полностью окруженный горами, в свое время был цитаделью борьбы за независимость острова. Именно здесь располагалась штаб-квартира Паскуале Паолли, которого на Корсике называют «отцом Отечества». На площади Гаффари до сих пор можно видеть следы пуль, оставленные генуэзскими солдатами во время войны за независимость. В 1755 году Паолли провозгласил Корсиканскую республику и написал для нее конституцию, которая считается первой современной демократической конституцией в Европе, основанной на принципах просвещения. Задолго до большинства стран мира Корсиканская конституция ввела всеобщее избирательное право, что разрешило женщинам участвовать в выборах. Во времена Корсиканской республики была введена собственная валюта, удалось открыть первый на Корсике университет, который, кстати, находится в Корте, был создан флот, а также Паолли удалось справиться с вендеттой. Деятельность Паолли восхищала многих мыслителей просвещения. Жан-Жак Руссо писал о Корсике как о единственной стране в Европе, способной к законодательству, а Вольтер сравнивал Паолли с героями древности. В 1768 году Генуя, понимая, что ей не справиться с освободительным движением, продала Корсику Франции. И спустя год после поражения при Понту-Нову Паолли пришлось бежать в Англию, где он провел большую часть оставшейся жизни. Интересный факт: именно в год поражения Паолли на Корсике родился Наполеон Бонапарт, и Паолли одно время был для него кумиром. В 1789 году, когда началась Великая Французская революция, Паолли вернулся из ссылки, и молодой Наполеон поначалу восхищался им, но вскоре их пути разошлись. Наполеон видел будущее Корсики в составе революционной Франции, а Паолли мечтал о полной независимости. В 1793 году клан Бонапартов и сторонники Паолли столкнулись в борьбе за влияние на острове. Паолли обвинил семью Бонапартов в предательстве интересов острова и работе на французское правительство и объявил их вне закона.
После этого их дом в Аяччо был разорен, а матери Наполеона Летиции вместе с детьми пришлось бежать на материковую Францию, практически без средств к существованию. Наполеон никогда не простил этого унижения, хотя в конце жизни, находясь в ссылке на острове Святой Елены, он отзывался о Паоле как о великом человеке. Вот так вот, от любви до ненависти один шаг. Хотя, как говорится, великие дела в белых перчатках не делаются. Отвлекусь от описания великих дел. Не мог пройти мимо этого. Очень уютный толчок. 3 человека могли справлять нужду здесь прямо на головы противников. Таким вот статным монументом на главной площади жители Корте увековечили память об отце Отечества. А я покидаю Корте и вновь направляюсь в горы. Так что поехали! Третий подъем за день. Я снова весь взмок. Но сегодня светит солнышко, и я должен доехать до реки, так что можно будет искупаться. И дорога, по которой проходит веломаршрут, второстепенная, так что можно насладиться тишиной. И ветер на этом подъеме частенько попутный. Пот иногда только попадает в глаза, очень соленый. Корте и заснеженные горы остаются позади. Корсика полностью оправдывает свое название. Скала в море. По нескольку раз в день приходится преодолевать горные перевалы. Хорошо, хоть подъемы не такие крутые, как на Мадейре. Пешком приходится идти не так часто. На перевале вновь какие-то развалины. Высота 850 метров над уровнем моря. И сейчас начнется спуск. Так что поехали! Доехал я до реки, но вот спуститься к ней нет абсолютно никакой возможности. К речке спуститься так и не удалось. Очень крутой берег. Нашел воду, чтобы помыться и сварить ужин в соседней деревушке. Здесь в ущелье очень сильный ветер, но буду надеяться, что с заходом солнца он стихнет. Хорошо на полянке нашел старую черепицу, соорудил небольшую оградку от ветра, так что скоро будут мои любимые макарошки. Ну вот, снова блюдо дня на пеньке готово. Макарошки с беконом, с 2 сырами, прованскими травами. И в Корте захватил бутылочку вина. Так что приятного аппетита и за Корсику! Еще бы кто-нибудь отключил вентилятор. Да уж, разбить палатку при таком ветре тот еще челлендж. Мои предположения, что с заходом солнца ветер стихнет, пока что не оправдываются. Даже велосипеду пришлось придать устойчивости за счет палок. Новый день настал. Я по-прежнему в горах, по-прежнему светит солнце, дует ветер. Я думаю, что сегодня будет самый высокий подъем в моем путешествии. 1500 метров над уровнем моря. Буду объезжать самую высокую гору Корсики, Монте-Чинто, высота которой составляет
почти что 3 километра. Так что поехали! Порывы встречного ветра сегодня порой настолько сильные, что чуть не сдувает. Пришлось попрощаться с бейсболкой. Сдуло сильным порывом ветра прямо в ущелье. Интересные камни с дырочками превратили в алтарь. Какая пещера образовалась в горах. Допедалил я до местечка с веселым названием Калакучча, рядом с довольно-таки большим горным водоемом на высоте 900 метров над уровнем моря. Ветер так и не стих. Сегодня по прогнозу объявлено штормовое предупреждение с рекомендацией прекратить все работы на открытом воздухе. Так что я тоже решил прекратить педалить и забронировал домик в этих местах. Хотя при отсутствии ветра неплохо было бы здесь заночевать, но ветрище такое, что просто сносит с ног. В смешном местечке Калакучча смешные цены. За 80 евро я получил целый дом. Настоящий деревенский корсиканский дом с деревянными балками, скрипящими полами. Есть даже прялка, так что можно соткать себе новую бейсболку. На втором этаже 2 спальни, душ и туалет. Рядом с настоящим камином небольшой музей, кино, фото и прочая оптика. И если мне не изменяет память, 8-миллиметровую пленку можно было прокручивать на таких киноаппаратах. Швейная машинка Зингер. Не знаю, как это здесь затесалось. Цитатник Мао Цзэдуна, знаменитая красная книжка. Уютная кухонька. Особенно мне понравилась разделочная доска. Сделана на века. А еще вон какой красивый пес меня охраняет. Деревушка Калакучча остается позади, и я направляюсь дальше, в горы. Поехали! Стремление корсиканцев к независимости не иссякло до сих пор. Иногда оно проявляется таким вот образом. Дорожные знаки с французскими названиями они либо закрашивают, либо расстреливают. Свободная Корсика.
Впереди 19 километров подъема с 4% набора высоты. И вновь дует встречный ветер. Не буду утверждать, что это самая высокая гора Корсики. Монте-Чинто. Не достает, по моему мнению, ей 3000 метров. Но, согласно Гуглу, она лежит где-то в том направлении. Черные свинки отдыхают потихонечку. Ждут, когда из них будет сделан местный деликатес. Главным секретом мясных деликатесов в Корсике, основу которых составляет мясо черной свиньи породы Нустрале, является то, что свиньи находятся на свободном выпасе и питаются ароматным маквисом и каштанами. Традиционные корсиканские деликатесы – это вяленый свиной окорок пристуту, который выдерживается до 18 месяцев, и фигателлу – свежая колбаса из свиной печени с добавлением чеснока и вина, которую традиционно жарят на углях. Зря жаловался на ветер. Сегодня и ущелье пошире, и в лесу ветер гораздо тише, так что крутить педали гораздо легче, нежели чем вчера. А запахи какие здесь обалденные. Даже сам Наполеон говорил: я Корсику с закрытыми глазами узнаю по запаху. И недаром, кроме скалы в море, Корсику также называют ароматным островом. В первую очередь из-за маквиса, вечно зеленого кустарника, который покрывает более половины острова. Под жарким средиземноморским солнцем растения выделяют сильные эфирные масла. Их запах настолько густой, что моряки чувствуют его задолго до того, как увидят берег. Какое прекрасное место для ночлега. Птички заливаются, неподалеку течет ручей. Холодно только, наверное, по ночам. Больше 1000 метров над уровнем моря. Сделаю паузу, попью кофейку с печеньками. Наслажусь тишиной. Сегодня мне некуда спешить. Даже на солнышке, если не крутить педали, становится холодно. Кофеек, кстати, местный, корсиканский. Эгегей! Парк развлечений в горах. Можно поиграть в Тарзана, только вместо лиан здесь сосны. Довольно-таки высоко можно забраться. Грохнуться оттуда будет не очень-то приятно. А вот это уже вполне может быть Монте-Чинто. И на такой высоте живут люди. Как твои дела, пес? До вершины остался километр. Стало холодно, так что надо быстрее крутить педали. Так что поехали! 1467 метров над уровнем моря. Мой новый рекорд. Еще раз хочу выразить свое недовольство любителями наклеек. Заклеили весь щит, ничего не видно. В основном мото и автоклубы. Клеили бы себе эти наклейки на холодильник.
Думал полетать на вершине, но ветер опять сильный, не буду рисковать. Вообще уже склоняюсь к тому, чтобы отказаться от дрона, а то и место занимает, и весит много, и электричество жрет достаточно. Кемпинг на такой высоте, но я посмотрел прогноз погоды. Сегодня ночью здесь обещают +3. С моим спальником точно не выжить. Ну а теперь предстоит длинный спуск. Так что поехали! Глубочайшее ущелье, аж дух захватывает. 13 гусениц объединились в паровозик и куда-то ползут. А здесь 11. Какой-то у них здесь местный забег гусеничный. Зябко, однако, на спуске. Пальцы на руках особенно вообще ничего не чувствуют уже, потому что надо постоянно притормаживать. Не прошло и 5 дней, как я выехал из Заячо, и вот на закате я снова у моря. Новый день настал, город Порто со своей Генуэзской башней остается позади, я снова карабкаюсь в горы. И, кстати, Порто — это французское название, по-корсикански это пишется и считается как Порту, так что полный тезка португальского Порту. Из-за пасмурной погоды у меня сегодня день тишины, хотя проезжаю замечательные места. Заповедник Скандола, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сегодня, конечно же, не такие высоты, как вчера, но 200-300 метров подъем и спуски, так что к концу дня 1–1,5 набора высоты вполне может быть. Очередная высота взята, 420 метров. К этой стеле любители наклеек приезжают, видимо, с лестницей. Бонжур. Пятница, 15 мая, время за полдень, а я только что выдвинулся. Всю ночь и все утро лил сильнейший дождик, так что все промокло, старая палатка уже не выдерживает такого дождя. Так что я сегодня вновь забронировал апартаменты в городе Кальви, но до туда остается еще 25 километров. Так что поехали!
Забыл похвастаться. Вчера в городе Галерия или Галерия, не знаю, как точно ставить ударение, но сейчас этот город остается позади за мной. Прикупил бейсболку с надписью «Корсика» всего за 11 евро. Почти что даром. Шато Принц Пери, Наполеон Бонапарт. Но наверху я вижу лишь развалины какого-то шато в окружении виноградных лоз. Выбрал сегодня третьестепенную дорогу. Транспорта практически нет, но вот качество дороги оставляет желать лучшего. Хотя тоже ничего, ехать можно. Можно подровнять дорожку. Поехали! Стало показываться солнце, настроение поднимается, педали крутятся быстрее, но все равно горки довольно-таки затяжные. Опять горы, опять каньон, опять встречный порывистый ветер. Надо следить за бейсболкой.